Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание 26 июня. Поговорим, что это за день Акулины Гречишницы, что это за день такие мирские каши или задери хвосты. Также поговорим о том, что ни в коем случае нельзя сегодня делать и какие беды вы таким образом можете привлечь в свою жизнь. И также обязательно сегодня, 26 июня, повесьте над входной дверью маленькое зеркальце. Хотя бы на полчаса. Это убережет и поможет вам во всем именно сегодня, 26 июня. А прямо сейчас, друзья, подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Если вы еще не подписаны, ставьте лайк этому видео и обязательно этим видео поделитесь с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна в жизни. Итак, сегодня, 26 июня, в народе отмечали праздник Акулина Гречишница. А вот в православном календаре это день почтения памяти мученицы Акилины Старшей, Библосской, или еще по-другому называли Финикийской. Другие названия этого дня и праздника, как мирские каши, гречишница, задери хвосты, Акулина, кривые огурцы. И гречишницей день прозвали потому, что в эту пору было принято сеять гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали или за неделю до Акулин, или спустя неделю после. Эта культура считалась достаточно прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило. И в старину день Акулины 26 июня был известен как праздник каш. Крестьяне в этот день готовили каши и принимались хвалить их перед соседями. Кашу обычно выставляли на улицу и угощали малоимущих. Те от обедов благодарили хозяев и желали им хорошего будущего урожая. Хозяева же хвалились, у кого блюдо получилось самым вкусным. Также этот день был известен тем, что 26 июня можно было отправляться на сборы земляники. К тому времени она уже поспевала, и поэтому крестьяне, а вернее уже крестьянские дети, женщины с девушками отправлялись за сбором этой вкусной и полезной ягоды. А вот молоко на Акулину пить не следовало, несмотря на народную привычку употреблять его с гречневой кашей. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья. Еще одно название праздника, как Акулина задери хвосты. И оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. Домашняя скотина становилась беспокойна, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. И в народе подмечали, что с Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится. Поэтому животных выгоняли их на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву. Нелегко приходилось и людям. Пойдешь лесом, комары взбесят. В этот день было принято украшать дом сорванной гречихой. На работу сегодня не ходили. Была примета, что иначе можно прогневить святую Акулину, и она не даст хорошего урожая. Кроме того, крестьяне давно приметили, что посаженные 26 июня огурцы, как правило, вырастают кривыми и сухими, годными только на корм животным. Поэтому на Акулину старались в огород не заходить. А день еще одно получил название, как Акулина кривые огурцы. В этот день, 26-го, существовал очень важный запрет. Нельзя было заниматься тяжелым трудом в праздник Акулины Гречишницы. Напротив, этот вечер следовало провести в уютной семейной компании, пребывая за единым семейным столом. Предполагалось употребление вкусных блюд, во многие из которых добавлялась именно гречка. Это позволяло семье жить долго, счастливо и в материальном достатке. Но гречка не должна была вариться на молоке, иначе попробовавший ее мог отравиться. В этот день любая молочная продукция могла послужить причиной серьезной интоксикации. 26 июня не следовало отпускать жалобы на кого-нибудь или что-нибудь.
Святая Акулина болезненно воспринимает нытье. Любому человеку, который излишне себя жалеет, она готова подарить более серьезные проблемы, чем были раньше. В будущем все неполадки быстро уйдут из вашей жизни, а последствия жалоб окажутся куда печальнее. Акулина ассоциируется у многих с оптимизмом, поэтому в этот день важно настраиваться на позитивную волну. Но и перегибать палку тоже не следует. Если настроение не способствует смеху, не стоит его и проявлять. Если с друзьями веселиться вам не хочется, то просто перенесите встречу с ними на более поздний срок. Не старайтесь и улучшить настроение окружающих, ведь на это уйдут ваше время и энергия, а ожидаемого эффекта вы просто не получите. После полудня 26 июня не рекомендовали выходить далеко за пределы дома, не имея на это веской причины. В противном случае можно было случайно навлечь на себя сглаз или порчу. Если такого выхода было не избежать, нужно было перед выходом из дома трижды прочитать молитву «Отче наш» и перекреститься. Это позволяло защитить себя от негативного влияния окружающих. В день Акулины-гречишницы не советовали делиться с окружающими своими радостями. Почему? Потому что народная примета гласит о том, что подобное поведение навлечет на вас серьезные проблемы. Следовало в этот день счастье держать при себе, ведь в народе издавна говорилось, что оно любит тишину. В этот день следовало особенно скрывать его от глаз окружающих. Если у вас намечается первое свидание в этот день, не стоит его планировать. В противном случае отношения могут просто не завязаться. И существовала вероятность того, что парень и девушка вовсе не пожелают видеть друг друга в будущем. И именно сегодня, друзья, вы можете провести обряд, который преградит нечистой силе путь в вашем доме. Итак, что нужно сделать? Посадить рядом со своим домом травы и растения, которые преградят нечистой силе путь в вашем доме. Это могут быть цветы лилии, ноготков, фиалки, цикламены, кусты исопа и можжевельника, заросли чертополоха и папоротника. И когда вы их будете поливать в первый раз, то скажите обязательно следующие слова: «Зеленые покрова укройте людей и дома, от всякой нечисти, от всякого зла, да будет так». А также именно сегодня, 26 июня, повесьте напротив входной двери зеркало. Пусть это будет самое маленькое зеркальце. Оно отразит зло, которое стремится проникнуть в ваш дом. Вот такие, друзья, у нас народные приметы, советы и рекомендации на этот день, 26 июня.